Почти 1500 бездомных собак намерены отловить в Саратовской области после нового случая нападения на людей. Прохожие обнаружили тело 46-летней женщины со следами укусов животных. Беспризорные псы покусали 20-летнюю девушку, не оставили на ней живого места. Горожане боятся ходить по улицам. В оптовичок без палок не ходим. Вот наши телохранители. Это прям специально для этого? Для этого, для собак. Если бы дали сегодня волю избавиться от этих животных, вы поверьте, нам больше недели не нужно. Друзья, всем привет! Сегодня будет очень важный ролик. В России не заканчиваются случаи, трагические случаи, которые связаны с нападением бездомных животных на людей. Так, 22 января в селе Домна под Читой стая собак насмерть загрызла первоклассницу. После этого тема бездомных собак опять стала массово обсуждаться. Жители села, где погибла девочка, потребовали, чтобы администрация решила вопрос. В Государственной Думе во всем обвинили районные власти. Те пообещали все исправить, но никаких сроков не назвали. Люди боятся пускать детей в школу и готовы сами взяться за отстрел собак. Но, как вы понимаете, когда есть этот информационный шум, когда есть у общества запрос, чтобы проблема решилась, и за проблему берется Государственная Дума, то велики риски, что мы увидим самое страшное решение этой проблемы. Не просто страшное, а неэффективное. Об этом мы тоже с вами дальше поговорим. В общем, друзья, сегодня мы с вами поговорим о проблеме бродячих собак, бездомных животных и способах ее решения. О том, как грамотно решить этот вопрос. А вы пока ставьте лайки, пишите комментарии. Это очень важная тема, и мне хотелось бы, чтобы этот ролик как можно больше людей посмотрело. Чтобы понять ситуацию в Домне лучше, мы решили отправиться туда и поговорить с местными жителями. Восприняли все остро. Хотелось, конечно, первые вообще несколько не было, вот что будем уничтожать, будем убивать, тогда убирать, потому что это наши дети. Ну, дети страдают, конечно, испуги, и травмы тут дошло до такого. Но с администрацией тоже, конечно, в первый день они же тогда пошли, был сход. Люди, конечно, они озлоблены. Не верят сейчас. И до этого как бы веры не было, сейчас вообще. После того, как случилась трагедия, собак стало меньше, да, намного тише, но грубо говоря, через 5 дней, либо они попрятаны были где-то, либо их не знаю, либо они прибежали, были напуганы, прибежали. Вот, говорю, сейчас все равно есть по помойкам не по одной. До этого как-то одна могла где-то пробежать, сейчас 3-4. Есть, бегают. Отношусь как-то нейтрально, знаете. Я сам после сразу же услышал, поехал там до магазина и выхожу с машины и вижу, что там один мужчина идет с оружием и тащит собаку мертвую прямо сразу, через пару часов после трагедии. И, я видел, достаточно много стреляли, слышал, что стреляли. Мне подруги, друзья рассказывали, как там, слышали, что стреляли, видели мужчину, который стоял прямо, отстреливал, там возле так на поле встал и стоял, по ним стрелял. Люди отмахивались, бывали бы такое, что на глазах они кошек раздирали. Собаки даже такое было. Видео везде это выкладывалось, такие, что уже незначительные, но уже мелочи они были. Да, на дочку нападала, то есть мусор, когда она выбрасывала несколько раз. И на сына нападали, то есть он не домой побежал, а ко мне на работу, я работаю в детском саду. И с маленьким, у которого у меня сейчас в настоящее время 2 года, на нас тоже нападала вместе с ним. Прохожие увидели, отгоняли, потому что мы очень сильно напугались. Ведется отстрел. Это слышали. Выхода больше не было никакого, потому что жизнью ребенка, извините меня, это, наверное, это уже слишком. Стала ездить служба по вычистке этой мусора, они каждый день, потому что собаки, они же питаются мусором в основном, потому что пищи нигде не достать. Они, каждый день я уже на протяжении нескольких дней вижу, что они ездят. И, собак действительно чуть поменьше стало, но можем даже элементарно сейчас прям посмотреть, отсюда наблюдаю, собак 5 там бегают вот здесь. Я сейчас иду домой за ребенком, чтобы на тренировку отвезти. 19-й дом, 3 псины, вот такие, а другая во дворе, вот такая, на мужика лает, а он огрызается. Что такое вообще? У вас не изменилось ничего после? Я не вижу, нет, изменилось, их стало меньше. Они бегают, продолжают, и что теперь? Мы вообще не должны гулять, дети у нас вообще по улицам не должны ходить. Наверное, это бы не звучало жестко. Наверное, ликвидировать этих собак нужно. Ликвидировать?
Потому что, в наше время, вот сейчас, в настоящее время, очень опасно здесь находиться. С одной стороны, как бы это негуманно, да, их отстреливать, но в данной ситуации, возможно, это еще моя реакция сейчас после этой ситуации, что да, какая-то злость на собак. Но лучше бы, конечно, даже для самих собак их, наверное, у нас нет столько приютов, чтобы их собрать и все поместить. Ответственность, конечно, должна быть. И любое муниципальное учреждение, любая администрация должна вести ответственность за такую. Потому что это невозможно. Я говорю, мы неделю назад похоронили девочку, и что происходит? У нас ничего не меняется. Виноваты сами люди. И это все же, это бездомные собаки, это все дело рук человеческих. И, соответственно, сами люди виноваты. И глава администрации тоже, по-моему, виноват. Потому что неоднократно просили ее. И она сама живет здесь, в гарнизоне. То есть она все это видела своими глазами? Она живет здесь, в гарнизоне, вот буквально через несколько домов. Мое мнение, все-таки люди, которые подкидывают, бросают собак, это первое. Во-вторых, зоозащитники наши местные, которые не дают. То есть были предложения в том году, разговор был такой, что мы могли бы помочь им, деньги собрать как-то, да, чтобы автобус или какие-то машины на них, чтобы повезти в ближайшие районы. Нет, они должны здесь жить. И все-таки, наверное, администрация, я все-таки считаю, что администрация. Мне кажется, никто не виноват. Виновата вся вообще Россия, такая вот у нас страна просто, что пока что-то не произойдет, ничто не предпримется у нас. И вот сейчас даже произошла такая ужасная трагедия, да, и, это сейчас забудется, буквально месяц походит, там автобус, да, там что-то будет там ездить, убирать мусор, а все дальше также будет то же самое. Я надеюсь искренне, но не верю, что что-то изменится. Благодаря группе экспертов, которая проводила данный анализ с 2001 по январь 2022 года, общее количество летальных исходов от укусов собак составило 147. Опять же, это открытые источники. Официальной статистики от Роспотребнадзора, от УВД у нас нет, к сожалению. Что у нас есть, это данные исследования Роспотребнадзора, по-моему, они еще проводили в 2013 году, по количеству в целом случаев укусов, нападений, слюнявливаний безнадзорных животных. То есть важно отметить, что мы не разделяем здесь, сколько было укусов, сколько было нападений, каких конкретных случаев человек просто напугался. Там данная статистика не разделяется. Мы имеем общую цифру, которая составляет порядка 300 тысяч случаев в год. При этом, согласно же данной статистике Роспотребнадзора, большинство нападений животных – это нападения домашних животных. То есть порядка 66% нападений – это домашние животные. 33,6% – это животные на свободном выгуле. Только менее половины процента, то есть там 0,4, это очень маленькая доля, это истинно безнадзорные животные. Ответственность за нападение безнадзорных животных, и как мы уже ранее говорили, чаще, в том числе и владельческих животных, которые находятся на самом выгуле, на людей, опять же, нападения несут сами люди. Не те же, конечно, безусловно, на которых напали, но в целом люди как общество. А стоит помнить, что животные, в данном случае собаки безнадзорные, живут в той среде, которую им создают люди. Именно люди помещают животных или создают ту атмосферу, ту инфраструктуру, в которой там данные животные обитают. Если во дворе завелась стая собак, и в данном случае у человека есть беспокойство относительно их, может быть, агрессия этих животных, то в первую очередь стоит вызвать службу отлова. Стоит ли это делать? Например, прошли ли уже собаки по программе СВВ, можно определить на основании той бирки, которая у него в ушке крепится. Если бирка есть, значит, есть организация, ответственная за выпуск данного животного на территории. Если следовать правилам, то нужно обращаться в администрацию населенного пункта этого. Конкретнее, как правило, это департамент благоустройства, департамент ЖКХ. И если у администрации есть муниципальный контракт на отлов и содержание безнадзорных животных, то будет вызвана служба отлова, которая в идеале отловит собаку, отвезет в приют, потом выпустит. Либо обращаться в волонтерские сообщества, приюты местные и пытаться как-то решить эту проблему.
Вообще проблема бездомных собак существует давно, но ее решение постоянно оттягивается. Причем самого решения, судя по всему, еще нету, власти до сих пор не определились. Вот после трагедии в Домне забайкальский депутат Александр Михайлов призвал просто убить всех бездомных собак. Ну, как говорится, нет собак, не будет и проблемы. Нормальное отношение к животных, по его словам, это навязанный Западом проект по уничтожению россиян. Ну, то есть вы понимаете, да? То, что бездомные собаки появляются на улице, что их люди выкидывают, изначально виноват человек, но проще всего обвинить во всем собак, уничтожить их, расстрелять, отстрелять их из ружей, потому что, ну, вы понимаете, да, бездомные собаки, оказывается, это проект Запада. То есть не безответственные хозяева, не государство, которое саботирует профилактику появления там бездомных собак, не принимает законы, не занимается вопросами приютов и так далее, а именно собаки. Собаки крайние, собаки не смогут себя защитить, поэтому их можно просто, по мнению забайкальского депутата, просто отстрелить. И это тот самый случай, когда человека, предлагающего подобные идеи, нельзя даже назвать животным, потому что сравнение с животным будет для него комплиментом. И, конечно, этого депутата можно было спросить, почему за столько лет в России его коллеги так и не смогли принять закон об ответственности для хозяев, которые выбрасывают животных на улицу. Почему государственные приюты больше похожи на живодерни? Почему до сих пор у нас, например, разрешена охота, в том числе на редких животных, и его коллеги-депутаты с удовольствием в этой охоте участвуют. Но спрашивать этого депутата о чем-либо смысла абсолютно никакого не имеет. Когда смотришь на подобные выступления людей, которые отъедают свои хари на наши налоги, вопрос остается только один. Почему, например, медведя или жирафа можно содержать в клетке, а менее развитые существа сидят в областных парламентах и что-то там комментируют? Но ведь Александр Михайлов такой не один. В марте прошлого года в Госдуму внесли законопроект, который предлагал разрешить убийство бездомных животных. 3 депутата от «Единой России» предлагали наделить такими правами все регионы, чтобы они могли сами регулировать число бездомных животных на своей территории. Правда, уже на следующий день законопроект был отозван. Я абсолютно не согласен с этим законопроектом, были жаркие прения и прочее. Но, на мой взгляд, это... Во-первых, это никак не поможет. Во-вторых, это слишком радикальный метод, потому что безнадзорные животные в большинстве своем безнадзорными становятся по вине человека. И данный законопроект, будь он принят, он бы развязал руки так называемым дог-хантерам. Это люди без каких-то моральных устоев и принципов. То есть, по сути, это была бы легализованная жестокость. В 99% случаев в нападениях собак на людей виноваты люди. То есть провоцируя, неадекватно ведя как-то себя по отношению к собакам. И такой законопроект, он развязал руки тем людям, которые пытаются самоутвердиться за счет жестокости, за счет того, что они сильнее этих собак. Бездомные животные – это серьезная проблема в России. В 2019 году только в Москве было выловлено более 3000 бездомных животных, а ведь многие и не попали в руки службы по отлову. По данным «Известий», в некоторых регионах число бездомных животных доходит до 20 тысяч. Конечно, они представляют серьезную опасность для людей. Особенно опасны собаки, которые зачастую сбиваются в стаи и нападают на людей. От них страдают бездомные, дети. Сегодня стая бродячих собак искусала 8-летнюю девочку. А иногда и взрослые. В Иркутске собаки нападают на людей все чаще. Произойти такое может с каждым. Но, как гласит русская народная пословица, пока пес не укусит, депутат не зашевелится. Какие-то действия для того, чтобы решить вопрос с бездомными животными, у нас начинают предпринимать только после трагедий. Например, в Саратовской области прошлой зимой решили отловить сразу 1500 собак после того, как беспризорные псы атаковали девушку, и она попала в реанимацию. И когда я читаю подобные новости, абсолютно непонятно, почему довели ситуацию до состояния, когда бездомные животные начинают сбиваться в стаи, начинают себя агрессивно вести и нападать на людей. Ведь все об этом знают. То есть достаточно приехать в какой-нибудь город. Я помню, я был в Астрахани, и ты ходишь по центру города, ты видишь стаи агрессивных собак. И понятно, что они рано или поздно они нападут. И понятно, что эти стаи, они возникли там, они плодятся, они размножаются, потому что местные власти полностью проваливают кампанию по работе с бездомными животными. Я говорю не отстрел
да, не отстрел, а работа с бездомными животными, чтобы их число на улицах сокращалось, чтобы они не плодились, не размножались там и так далее. Кроме того, естественно, нужно решать вопрос, когда животные становятся агрессивными, чтобы они не нападали на людей. Но почему у нас что-то начинают делать, принимать какие-то законы, шевелиться и пытаться что-то решить только после каких-то страшных трагедий? По данным Роспотребнадзора, в России каждый год за помощью после укусов животных обращается 400 тысяч человек. Но помимо прямой физической угрозы, бездомные животные опасны болезнями, которые они распространяют. От собак и кошек можно заразиться бешенством, токсоплазмозом, кишечными паразитами и многим другим. И здесь опять возникает вопрос, а что делать? И многие люди, глядя на эту страшную статистику, видя, как бездомные животные там нападают на людей, они не видят другого решения, как взять и просто начать отстреливать собак на улицах. Ну, собственно, не будет бездомных животных, не будет и проблемы. Так значит ли это, что действительно животных, бездомных животных можно просто убивать? С 2020 года в России действует закон об ответственном обращении с животными. Зоозащитники добивались его принятия много лет. Он, наконец, наделил ответственностью как владельцев животных, так и службы их отлова. Во-первых, этот закон запрещает выбрасывать животных на улицу. Это очень важная вещь, ведь, собственно, бездомные животные и появлялись из-за того, что кто-то выгнал своих домашних. Правда, следить за исполнением этого пункта закона можно только в случае чипированных животных. А если хозяин своих животных не чипирует, то и понять и что-то ему предъявить будет практически невозможно. Особенно серьезная проблема, например, с щенками, когда там собачка или кошечка, появляются щенята, котята и так далее, и некоторые товарищи не находят ничего лучше, чем просто коробочку с этими милыми пушистыми комочками вынести на улицу, ну и, собственно, создать огромную проблему для города. Собственно, изменить проблему с чипированием сможет законопроект о регистрации домашних животных, но он пока только внесен в Государственную Думу и еще не принят. Конечно, в идеале должна быть обязательная регистрация домашних животных, чтобы в случае чего можно было не просто отследить, например, кто выбросил собаку, но и принять очень серьезные меры по отношению к хозяину этого животного, если он действительно выбросил своего питомца. Также закон об ответственном обращении с животными вводит наказание за жестокое обращение как с домашними, так и с бездомными животными. А еще регулирует процесс борьбы с избытком бездомных зверей. Он легализует метод ОСВВ, то есть отлов, стерилизация, вакцинация и возврат. Таким образом, бездомных животных теперь запрещено убивать, а нужно стерилизовать, вакцинировать и вернуть на улицу. В приютах содержат только агрессивных и несоциализированных животных, а эвтаназия разрешена только для тяжелобольных и по постановлению ветеринара. Такую эвтаназию, когда животного избавляют от мучений, поддерживают даже зоозащитники из организации ПЭТ, то есть люди за этическое обращение с животными. На всякий случай я повторю. Животных убивают безболезненно и только в том случае, если они тяжело больны, их нельзя вылечить, и это подтверждено ветеринаром, а не просто потому, что их стало много и кто-то решил зачистить город. Наконец, российский закон об ответственном обращении с животными также регулирует процедуру отлова животных, запрещая использовать жуткие арканы, которыми собак раньше затаскивали в грузовики. Также закон не разрешает ловить животных на глазах у детей, если только животное не представляет для них угрозы. Если мы говорим, что сейчас в законе основным методом является ОСВВ, то назвать его методом борьбы с бездомностью крайне сложно, потому что это наоборот, это узаконивание бездомности, так и животные, собаки выпускаются обратно на улицы городов. Что касается ОСВВ, я могу сказать, вот я лично как биолог за тот способ, который реально работает, который дает возможность приблизиться к победе над безнадзорностью и служит благополучию животных. То, что мы можем сделать сейчас, это пытаться стабилизировать ситуацию. Мы за счет стерилизации животных управляем возможностью размножения их на территории и ограничиваем, соответственно, в дальнейшем дополнительный поток собак на этой территории. Второе. За счет того, что животные стерилизованы, они занимают эту территорию, мы их не изымаем, мы в данном случае ограничиваем на данной территории возможность ее заселения дополнительными стаями, но уже не стерилизованными. Как показывает практика и показывает опыт сообщества последних 10 лет, если мы возьмем дикую стаю безнадзорных животных с территории, ее оттуда уберем, то через очень короткий промежуток времени данная территория будет занята другой стаей безнадзорных животных. Потому что на этой территории существует место подкорма, существует, видимо, положительная экосреда для размножения и существования животных.
Только в отличие от первого варианта, когда животные стерилизованы, и мы контролируем их популяцию, во втором варианте, когда мы изымаем это животное из среды, мы получаем неконтролируемый опять процесс их размножения и начинаем все по кругу. Для того, чтобы система СВВ работала на свой максимум, органам исполнительной муниципальной власти крайне необходимо качественно относиться к вопросам подготовки технических заданий на услуги отлова, выбору подрядчиков и приемке работ. В целом, новый закон сильно изменил правовые возможности в борьбе с бездомными животными. Ведь до этого во многих регионах было допустимо отлавливать и убивать в первую очередь собак. Я уже не говорю о советских нормах, когда животных отстреливали прямо на улице, а потом, по слухам, даже перерабатывали там на мыло. Сейчас ситуация стала намного гуманнее. Правда, многие регионы просто не могут применить нынешний закон, потому что не имеют достаточного числа приютов для содержания агрессивных животных, которых, опять же, по закону нельзя убивать. Например, в мае 2019 года Совет Федерации насчитал в России всего 412 приютов для животных, и вряд ли с тех пор их стало сильно больше. Получается, что закон есть, а средства для его соблюдения нет. Российское законодательство в части бездомных животных пока построено на том, чтобы влиять на самих животных. А вот на Западе применяют более дорогостоящий и долгий в работе, но и более эффективный метод – влияют на людей. Потому что, еще раз повторюсь, что проблема бездомных животных в городах, она вызвана человеком. И виноват в этой проблеме человек. Не собака крайняя, которая оказалась на улице, а человек, который эту собаку сначала купил, потом выбросил ее на улице, потом ничего не сделал, чтобы эти собаки там не плодились и так далее. В общем, бездомные животные, агрессивные бездомные животные на улицах наших городах — это результат безответственного отношения со стороны человека. И вот чтобы решить проблему, западный опыт, европейский опыт говорит нам то, что влиять нужно на людей. Потому что можно сколь угодно долго на конце самой проблемы заниматься там отловом, стерилизацией, отстрелом там этих несчастных собак, но пока ты не решишь причины их появления, проблема опять будет продолжаться. И сейчас, возвращаясь к началу, да, когда мы видим страшную статистику, и у некоторых там депутатов появляется идея, что давайте мы разрешим регионам просто убить всех собак. Но завтра они опять вернутся на улицы, пока мы не решим причину их появления на этих улицах. И главная проблема во всем этом, что новые собаки и кошки регулярно лишаются домов. Просто потому, что надоели своим хозяевам. Кстати, сейчас еще одна проблема, да, связанная с пандемией. На время всяких локдаунов люди совершенно безответственно набрали себе там собачек, кошечек, потому что им было скучно одним сидеть дома, а сейчас, когда локдауны закончились и жизнь как-то возвращается в прежнее русло, они просто выкидывают их на улицу. Есть проблема, например, с дачными животными, когда на лето люди берут себе на дачу какую-нибудь там собачку, кошечку, и как мило, здорово, а потом нужно уезжать в город, ой, а куда ее деть, они ее там так и оставляют. Итак, что же делают в Европе? Там воспитывают в людях ответственность за своих животных при помощи довольно жесткого законодательства. Например, в Германии за выброшенного на улицу питомца предусмотрен штраф в размере 25 тысяч евро. Это больше 2 миллионов рублей по нынешнему курсу. Еще раз думайтесь, да? Больше 2 миллионов рублей. И это очень, кстати, хорошая история, потому что если бы, например, в России, ну, например, не 2 миллиона, там, даже хотя бы 100 тысяч был бы штраф, или 200 тысяч за выброшенное животное, многие бы задумались, когда берут себе собаку и не уверены, что смогут эту собаку как-то дальше содержать, они бы задумались, да, а действительно ли им стоит эту собаку брать домой, чтобы потом просто так вот взять ее и выкинуть. В Англии и США за жестокое обращение с животными можно вообще сесть в тюрьму на несколько лет. Но еще лучше работают меры, при которых изначально завести питомца может только ответственный человек. Прибивают эту ответственность также финансовыми мерами. К примеру, в Германии вы не можете легально получить животное бесплатно. Даже в приюте вы должны его купить. При этом за собаку придется отдать не меньше 200 евро, а за кошку от 100. При этом покупателю могут и отказать. Например, если вы часто бываете в командировках или не бываете дома с утра до вечера. То есть даже в приютах, где, казалось бы, да, должны раздавать просто их направо и налево, чтобы у животного появился дом, внимательно смотрят, куда они отдают животное. Приобретенного питомца сразу надо отвезти к ветеринару на вакцинацию и чипирование. Никто не знает, Да-да, я сказал вакцинация и чипирование в одной фразе, но Билл Гейтс тут ни при чем. В чип встраивается регистрационный номер, а животным и информация о нем включает данные хозяина. Так можно найти пропавшее животное или наказать его нерадивого хозяина.
За чип тоже нужно будет заплатить. Вместе с прививками сумма составит около 100 евро. А потом на собаку еще нужно получить лицензию и заплатить налог. Его размер зависит от города проживания. И в Берлине, например, варьируется от 120 до 180 евро. Еще нужно застраховать животное на случай, если оно кому-то навредит. Тут ежемесячный платеж составит не менее 6 евро. Таким образом, сумма всех выплат за год содержания питомца составит не менее 500 евро. Неудивительно, что в Германии в 1,5 раза меньше владельцев собак и в 2,5 раза меньше владельцев кошек, чем в России. Разница, она даже не в самом отношении к бездомным животным. Она в традициях и в законодательстве. Просто в большинстве, подавляющем большинстве так называемых развитых стран, законодательство, регулирующее обращение с животными, оно работает десятилетиями. И это уже люди воспринимают все эти нормативные акты как само собой разумеющиеся. Нужно учитывать еще и менталитет. В России, например, для многих, особенно это жители сельской местности, характерно потребительское отношение к животным. Я не говорю о собаках в частности, а вообще. Ну, грубо говоря, собака должна сидеть на цепи и лаять, кошка должна ловить мышей. И по поводу отношения в разных странах, опять же, отношения даже в какой-нибудь процветающей европейской стране, где жестко регулируется обращение с животными, люди могут ненавидеть животных, но они прекрасно понимают, что если они навредят, за этим воспоследует адекватное, соразмерное наказание, и поэтому не вредят. Схожие меры действуют во многих развитых странах, что помогает бороться с безответственными владельцами, которые выгоняют животных на улицу. В то же время в Германии и США действуют и меры безвозвратного отлова, то есть бездомных животных отправляют в приют, откуда они не могут вернуться на улицу. Из приюта животные попадают только к новым владельцам. Правда, в США питомцев, которые долго остаются без новых хозяев, усыпляют. Учитывая все сложности, с которыми люди сталкиваются при приобретении питомца, многих животных приходится усыплять. По оценке Общества защиты животных США в стране ежегодно усыпляют около половины питомцев, попавших в приюты. А это от 3 до 4 миллионов собак и кошек в год. При этом общество считает безболезненную эвтаназию более гуманным решением вопроса, чем возвращение животного во враждебную среду, где его с высокой вероятностью ждет жестокая смерть. Вы говорите, да, вот все эти вещи, а нет ли такой вот опасности, да, что при нашем неразвитом вот обществе в плане обращения с животными, да, при всех наших сегодняшних проблемах, если мы разрешим эвтаназию тем же самым приютам, то многие, особенно в регионах, там, мэры городов там, и так далее, они будут просто очень просто проблему решать. Да? У них все животные сразу станут агрессивными, непристраиваемыми, и как бы нет проблемы, ну, нет животного, нет проблемы. И это просто начнется просто такой вот массовый отлов и дальнейшее умерщвление всех, кто там не угодил. А вы думаете, сейчас нет усыпления? Эвтаназии, точнее, уничтожения животных. Вот сейчас как раз и идет массовое уничтожение животных, только оно подпольное. Мы видим города, которые отчитываются, ага, мы решили проблему с помощью ОСВ, но когда мы начинаем копать глубже, мы видим, что этих несчастных собак либо вывозили какие-то там в голое поле, в лес за пределы, либо просто не довозили до приюта и где-то это самое уничтожали по пути, либо набивали вот тех же молодых щенков, специально набивали в вольеры, смешивая разные выводки, чтобы они позаражали друг друга тем же паровирусным энтеритом, просто умерли в муках, через пару недель освободив место для других щенков. То есть на самом деле и сейчас идет это массовое уничтожение. Однозначно применять эвтаназию без показаний медицинских, мало того, что негуманно, это незаконно. Для того, чтобы управлять популяцией и размером бездомных животных, необходимо проводить комплекс мер. Это не одна мера, это достаточно большой и серьезный объем работы. И к этим мерам эвтаназия либо усыпление бездомных животных сейчас не относится. Если особь не агрессивная, то, безусловно, ее необходимо возвращать в среду обитания. Ну, как минимум, сейчас это прописано в законе, 498 федеральном законе об ответственном обращении с животными. И это является более гуманным методом работы с животными в целом. По моему глубокому убеждению, эвтаназия допустима только в случае, если животное испытывает невыносимые страдания, либо если оно безнадежно больно. На мой взгляд, даже агрессивность животного не является основанием для эвтаназии, потому что опыт показывает, что 9 из 10 животных
угодно какого возраста, любой степени агрессии, они перевоспитываются. И достаточно просто проявить некое терпение, поработать, и животное перевоспитается и станет ручным, домашним, хорошим, социализированным. Представить себе, что отстрел будет разрешен, допустим, что это были бы агрессивные животные. Но опять же, кто бы определял степень их агрессии? Кто может постановить степень агрессии? Ветеринарный специалист, но это не всегда возможно. Стерилизация, и опять же, наверное, программа ОСВВ, она может помочь стабилизировать ситуацию с популяцией, с размером, с количеством безнадзорных животных на территории. Человек, учившийся в школе и знающий, что такое геометрическая прогрессия, он прекрасно может посчитать, сколько животных получается от одной собаки. И, соответственно, стерилизация даже одной собаки, она приносит свои плоды, но в перспективе, не сразу. А вообще, при должном объеме выполнения работ по стерилизации, при должном количестве стерилизованных собак, 2-3 года и количество собак города, оно уменьшится. Ну, в силу естественной убыли, конечно. Страдания животным причиняет не возврат их на улицу, а человек. Ну, к сожалению, как это есть на самом деле сейчас. Именно с этим необходимо работать. Если стоит выбор между содержанием животного в приюте, пожизненным, выпуском на улицу, либо поиском дома, то в любом случае сначала, используя максимально все возможности, нужно искать дом. Если не представляется возможным по какой-то причине животное содержать пожизненно в приюте, то, конечно, это стерилизация, биркование, чипирование, вакцинация и выпуск в городскую среду обитания. Но опять же с оговоркой. Мы, например, выпускаем стерилизованных собак, такое бывает, но мы их выпускаем только туда, в те районы и места, где точно знаем, что люди их кормят, за ними следят. И более того, мы помогаем этим людям кормить выпущенных нами животных. Вот это оптимально. Усыпление не вариант. Для безнадзорных животных, особенно тех, которые были рождены на улице, допустим. Улица – это не агрессивная среда, это естественная среда обитания. Для тех, кто были выброшены хозяевами, либо остались без хозяев по какой-либо причине, побег и прочее, для них, да, улица полна неожиданностей, смертность огромна. Факторов смертности их тоже огромное количество, это начиная от ДТП и заканчивая догхантерами, так называемыми. Поэтому, опять же, здесь это утверждение в том, что это агрессивная среда, оно само по себе немного неверно, оно неприменимо во всех случаях. Самой прогрессивной страной в борьбе с бездомными животными считаются Нидерланды. Неудивительно, ведь в этой стране начали бороться с бездомными животными еще в 19 веке. Тогда в Нидерландах появился первый приют. Избавиться от бродячих животных в Нидерландах смогли благодаря совмещению разных подходов. О них я поговорил с местными зоозащитниками. Да, нам удалось полностью решить проблему бездомных собак. Но проблема с кошками у нас до сих пор не решена. Каждое лето у нас сезон котят, и ими переполнены все приюты. Думаю, в нашей стране удалось решить эту проблему за счет структурных изменений. Если не ошибаюсь, в 70-е годы у нас было очень много бездомных собак на улицах. Их всех отловили и поместили в приюты. Они находились там 2 недели. За это время старые или новые хозяева могли прийти и забрать собаку, а тех, кто оставался, в то время, к сожалению, усыпляли. Комплекс таких мер, как отлов, поиск дома и усыпление тех, кому дом не нашелся, наряду с просвещением людей об этой проблеме, в итоге привело к тому, что бездомных собак практически не осталось. К счастью, вот уже несколько десятков лет усыпление в приютах не практикуется. Но что касается собак в приютах, их меньше, чем людей, которые хотят их взять. Если это дружелюбная, социализированная собака, то она пробудет в приюте неделю, максимум 2. Ее быстро заберут. Усыпляют собаку только в том случае, если она представляет опасность.
Для этого у нас есть специальная комиссия по усыплению. Она состоит, насколько я помню, как минимум из 5 человек. Они решают дальнейшую судьбу собаки. Так что решение об усыплении принимается не одним человеком. Нужно понимать, сейчас мы отловим собак, поместим их в приюты, начнем образовывать людей. Все эти шаги вместе приведут к результату. Да, можно взять и перестрелять всех бродячих собак, но если люди останутся необразованными в этом вопросе, такая проблема появится снова. Так что такие действия бесполезны. Во всех городах Голландии есть приюты. Если простой голландец видит на улице бродячее животное, он должен позвонить в местный приют или службу по охране животных. Таким образом, животное будет помещено в приют. В приюте у животного проверяют микрочип. Если он есть, звонят хозяину и говорят, где находится животное, чтобы хозяин мог его забрать. Если чипа нет, фотографии животного размещаются на специальном сайте. Если в течение 14 дней старый хозяин так и не нашелся, приют имеет право отдать животное новому хозяину. Я понимаю, что бывают собаки, которые действительно могут быть опасны для человека. Но это лишь маленький процент от всех популяций бродячих собак. Большинство собак на улицах и в приютах все-таки дружелюбны. Не знаю, что более этично – усыплять собак или оставлять их жить в уличных условиях. Это нравственная дилемма. Где-то 10 лет назад вместе с моей подругой Наташей мы создали проект, целью которого было донести до людей, что собаки из российских приютов имеют огромный потенциал и могут стать прекрасными членами семьи. И тогда казалось, что в России эта проблема решается, и ситуация с годами станет лучше. Но прошло 10 лет, а ничего по сути не изменилось. Не обязательно приводить в пример даже страну. Даже в России есть города и регионы, в которых эта проблема решена. Например, тот же Крым. Там очень мало безнадзорных животных, а те животные, которые имеются, они замечательно себя чувствуют. Считается, что первый приют для животных открылся еще в 17 веке в Японии. А в США и сейчас действует центр для брошенных кошек и собак в штате Огайо, который начал работать в 1883 году. В России же первый приют открыли только в 1990 году, уже перед самым распадом Советского Союза. А до этого просто сердобольные граждане подбирали животных на улице. Как я уже говорил, сейчас у нас в стране сильно не хватает приютов. Всего их менее 500. Для сравнения, в США, например, по оценкам Общества защиты животных, приютов не менее 4000. Причин такой огромной разницы множество. Первое — это, конечно, финансы. Содержание приюта стоит денег. Заработать на нем ничего нельзя. Соответственно, приютам приходится выживать на пожертвования и спонсорскую помощь. А их далеко не всегда хватает даже для выживания. Приют нужно отапливать, убирать, ремонтировать. Животным требуется медицинская помощь, лекарства, еда. А владельцам приюта тоже надо на что-то жить. Даже при минимальном обеспечении сумма получается немаленькая. Еще есть проблемы по части законов. Например, чтобы открыть приют в населенном пункте, нужно получить согласие от соседей, которых может совсем не радовать постоянный собачий лай поблизости. А если приют открывать далеко от города, где-нибудь, не знаю, там в лесу или сельской местности, то опять же возникнут проблемы, потому что волонтеры, которые помогают работать в приюте, делают это бесплатно, туда приходят, они просто не будут ездить куда-то далеко там за город, в какой-то глушь или в лес. Поэтому, конечно, приют в городе в плане выживания ему гораздо проще, чем приют, который находится в каком-то труднодоступном месте. Ну и, собственно, да, по поводу того, кто должен работать в приютах. В основном сейчас в приютах работают волонтеры. И, опять же, хотя в 2020 году, по данным Министерства экономического развития, аж 16% россиян назвали себя волонтерами, поверить в эти цифры пока трудно. Подробнее о жизни приютов я решил узнать у специалиста. Ну, проблемы, наверное, как и у всех приютов, одинаковые. Это финансирование, это сотрудники. Сотрудники, да, это взаимодействие с администрацией. Ну, в наше вот сейчас действительно тяжелое время для нас самое главное — это выжить и прокормить вот 150 животных, которые на данный момент у нас в приюте сейчас. Найти сейчас сотрудников очень сложно, все просят хорошую и большую зарплату. Естественно, у приюта нет таких денег, которые могли бы вот такие деньги выделить. Это подорожание, конечно, продуктов, безусловно, потому что у нас такая армейская, знаете, кухня, мы варим кашу, потому что мы считаем, что это
ну, как бы самое такое важное, главное. И особенно зимой. Особенно зимой, да, горячая каша, смешанная там с мясной продукцией какой-то, с бульоном, с мясом. Ну, это поддерживает животных, естественно, в холодное время. Вот. Конечно, у нас в приюте есть собачки уже старенькие, им больше 10 лет, даже больше 15 есть, и они требуют врачебной какой-то помощи, и это стоит очень дорого. Наш приют был оставлен прежним руководителем, это так, и как бы мы, не имея ни средств, ни опыта, мы взяли на себя животных. На тот период их было 65, ну, сейчас вот их, я уже сказала, 150, поэтому, конечно, прошли долгий путь, очень долгий, очень сложный. Сколько лет? Да, мы сами учились всему, и самое главное, это было то, что у нас не была оформлена земля. И вот это было очень сложно, потому что администрация города, ну, не очень хотела с нами заключать договор, поэтому 10 лет мы к этому шли. 10 лет. Это выступления там на Совете депутатов, это письма, это бесконечные просьбы. Вот это, и даже суды. И даже суды, то есть нас выгоняли с территории, хотя мы помогали городу, мы собирали животных в нашем городе. В том числе агрессивно. Да, люди нас поддерживали, жители. Но с администрацией вот так сложно было. Ну, в основном, конечно, помогают обычные наши жители. Вот кто уже долго с нами, кто знает нашу ситуацию, они нам помогают. Но, опять же, всегда чувствуешь какую-то неловкость, потому что это не богатые люди, это обычные люди. Но нужно сказать, что в этом году министерство, значит, выделило деньги на пожизненное содержание агрессивных животных. Но, опять же, вот, к сожалению, не все у нас получилось так, как мы хотели. Администрация города не смогла нам выплатить сумму в 200 тысяч. Это огромная для нас сумма. Ну, вот так получилось, что животных мы взяли, а выплатить они нам не смогли. И получилось, что мы тянули опять сами. У нас вот так получилось, что, значит, деньги закончились по контракту, и нам объяснили, ну, извините, ребята, деньги закончились. И вот на данный момент мы опять заключили договор с администрацией по программе стерилизации, но сумма такая маленькая, что нам даже до конца года не хватит на обеспечение этих животных агрессивных до конца года. Мы обратились в Минсельхоз, мы общаемся хорошо с Минсельхозом, но пока наш вопрос не решен. Во-первых, конечно, хотелось бы, чтобы было финансирование со стороны государства приютов. Обязательно, пусть они частные, но все приюты, мне кажется, что все приюты, ну, те приюты, которых я знаю, с которыми мы общаемся, ну, вот, благодаря этой программе мы иногда собираемся, они все помогают городам выжить. Мне кажется, государство обязано помогать приютам, даже частным приютам. Итак, давайте обсудим конкретные меры, которые помогли бы в борьбе с бездомными животными в России. Первое и самое главное – прививание хозяевам ответственности за питомцев. Для этого нужны законодательные меры. Обязательная регистрация и чипирование животных, большие штрафы за выброс питомца на улицу или другое жестокое обращение с ним. А еще нужна пропаганда ответственного обращения с животными и объяснение, почему поиграл и бросил – это недостойный подход. Второй пункт. Это объяснение важности контроля за рождаемостью. Если вы не планируете разводить потомство своего животного, его надо стерилизовать. Надеюсь, у моих зрителей старый советский вариант топить новорожденных котят и щенят вызывает только отвращение. Еще нужно просвещать людей о важности вакцинации животных и повышать доступность ветеринарных услуг. Не секрет, что на улице нередко оказываются больные животные, которых хозяева выгнали вместо того, чтобы вылечить.
помимо чисто человеческой проблемы, тут стоит учитывать и дороговизну или трудность получения ветеринарной помощи, которые толкают владельцев на такие шаги. Например, если что-то случается с питомцем, и он заболевает, не у всех хозяев, не у всех владельцев просто есть деньги, чтобы это сделать. И опять же, здесь могла бы быть поддержка государства, которая помогала бы людям, у кого нет финансовой возможности обеспечить лечение своему питомцу, чтобы такие люди, опять же, не выбрасывали своих животных на улицу. Наконец, нужно развивать приюты, увеличивать их количество и эффективность, рассказывать о них населению, чтобы если кто-то и решил избавиться от своего животного, то отнес его в приют, а не в подъезд. Наверное, все-таки писать письма нашему президенту и просить на законодательном уровне решать проблему с бездомными животными. Потому что я считаю, что, опять же, ввиду того, что такая тяжелая обстановка сейчас во всем мире, животные, на мой взгляд, очень помогают психологически как-то выживать нам всем в это трудное время. Люди должны просто, наверное, писать все-таки президенту, звонить, потому что, естественно, это зависит от администрации, от президента нашего, чтобы решали все-таки вопрос на законодательном уровне, те вопросы, которые помогут и, естественно, существовать животным в этом мире тоже. Бездомные животные – это творение человека. Стать бездомным может лишь то животное, которое уже было одомашнено. А значит, человек должен брать на себя ответственность за этих питомцев и в меру сил улучшать их жизнь. Действовать нужно и на уровне законов, и на уровне осознания личной ответственности. Давайте быть в ответе не только за тех, кого мы приручили, но и за тех, кого приручили и выбросили другие.